And dozens of prisoners have rioted in a jail in Thailand over coronavirus fears. Some convicts managed to escape in the chaos. Authorities said the situation at Buriram prison, where 2,000 inmates were held, is now under control. Thailand has recorded 1,388 cases of the coronavirus, including 7 deaths. Я до последнего надеялся, что ситуация с коронавирусом обойдет меня стороной. Но сия чажа меня все-таки настигла. Мой рейс во Вьетнам отменили, почти все страны закрыты для въезда, а те, что открыты, предлагают двухнедельный карантин. Самым логичным в моей ситуации был бы продлить визу в Тае, что я и собираюсь попробовать сделать. Для этого сейчас отправляюсь в визовый центр города Краби. Я нахожусь в визовом центре города Краби, и ситуация следующая. Для российских граждан визу продлевают только на 7 дней, что я, собственно, сейчас и сделал. Добавок к этому, с 26 числа, то бишь с завтрашнего дня, в Таиланде вводится чрезвычайное положение. Чем это обернется, пока никто не знает. Возможно, отменят штрафы о нарушении визовых сроков. Возможно, будут депортировать каким-то образом, насильно-ненасильно, в собственные страны. Возможно, третий вариант. В общем, пока ничего не ясно. Соседние страны для выезда и въезда закрыты. Соответственно, выехать из Таиланда, а потом вернуться снова не получится. Я для себя выбрал тактику выжидания и буду следить за развитием событий. И в любой непонятной ситуации можно съесть мороженку, чтобы лучше думалось. Вообще, конечно, жесткий обстрел. Вот тебе и кругосветка, блин. Однако я все-таки попал под замес в королевстве Таиланд. Сегодня с 0 часов 0 минут в стране введено чрезвычайное положение. Въезд в страну иностранных граждан ограничен, кроме сотрудников дипломатических миссий. Наряду с этим все увеселительные заведения и общественные парки закрыты для посещения. Гражданам крайне не рекомендуется покидать свои места пребывания и перемещаться внутри королевства. Что же касается меня, то я уже 2 дня нахожусь в хостеле и пристально слежу за развитием ситуации. От моей визы осталось 10 дней, это включая 7 дней, которые я продлил в иммиграционной службе. И пока ситуация, мягко говоря, неприятная. Границы соседних государств также закрыты, и выехать туда не получится. Что ж, буду следить за дальнейшим развитием событий. Русские не сдаются, и мы обязательно прорвемся. Итак, на текущий момент ситуация с чрезвычайным положением обретает некие формы. Сейчас на ресепшене мне сказали, что крайне не рекомендуется покидать хостел до 5 часов вечера. Однако война войной, а обед по расписанию. Поэтому я быстренько сбегал за уличной тайской едой и приобрел себе весьма аппетитную курочку с рисом, салатом и киви-содой. Божественно. Ну а пользуясь сложившейся ситуацией, я буду монтировать большие выпуски из Таиланда. Ну и попробую отдельно снять коротенькую лайф-историю о сложившейся ситуации и о том месте, где сейчас я пребываю. Позволь мне рассказать о том, как идут дела. Новости какие в нашем маленьком городке. Яков бросил пить, его жена вчера родила. Ну а у меня пока все окей. Дела в моем маленьком городке под названием АО Нанг, что в пригороде Краби, обстоят следующим образом. Второй день
В Таиланде продолжается чрезвычайное положение. По вечерам введен комендантский час. Я живу в хостеле и жду дальнейшего развития ситуации. Но уже сейчас понятно, что в ближайшее время ничего кардинального не произойдет. Границы во все государства на въезд закрыты. В Россию вернуться не получится, да и не имеет никакого смысла. И я буду обживаться в Таиланде на ближайшие несколько месяцев. В планах есть купить байк и путешествовать по стране, посещать интересные и удаленные уголки королевства и наслаждаться жизнью. Сейчас шли на пляж с товарищем из хостела и разговаривали о кокосах. Везде пальмы растут, и на них, соответственно, кокосы. И думали, вот как их сбить и достать. И тут как раз, на наше счастье, местный на небольшой невысокой пальмочке рубит кокосики и нам задарил парочку. Так, зеленый или нормальный? Я вот вкус не понимаю. Хороший? Белый? Большие бывают кислые, если Ага. понимаешь? Вот эти маленькие, сладкие. Хорошие, очень. Так, ну что ж, не спеша добрался до пляжа Ауананг. Ну и, собственно, народу здесь очень мало, как и следовало ожидать. Улицы, по которым я шел сюда, тоже пустые. В общем, ситуация развивается по понятному сценарию. Те туристы, которые на текущий момент уже сейчас здесь есть, потихоньку иссякнут, и останусь я здесь совершенно один. И это классно. В Таиланде идет 7-й день чрезвычайного положения и карантина. И пока время медленно тянется в ожидании решения вопроса с визой, а китаец бессменно купается с мячиком в бассейне, давайте вернемся на пару месяцев назад, когда еще границы между государствами не были закрыты, аэропорты были полные людьми, и железные птицы летали между городами. Доброе утро из солнечного Таиланда. Первые кадры своего фильма я записываю из хостела. А все потому, что вчера со мной приключилась печалька. Первый раз за все время моего путешествия и полеты мне не досталось места у окна, и я немножко расстроился этому обстоятельству. Вдобавок, самолет приземлился не в главном аэродроме Бангкока, а во второстепенном, который не представляет из себя никакой художественной ценности, и поэтому, исходя из вышеизложенного, снимать перелет я не стал. Плюс ко всему, рейс был вечерним, и все равно бы не удалось запечатлеть ничего красивого. Однако хостел оказался весьма замечательным, с оценкой 9 по Booking.com. К этому моменту я уже принял ванну, сейчас выпью чашечку кофе и отправлюсь вкушать вкусную таиландскую уличную еду. Резкая кар, что означает тачка спасения. Но, слава богу, меня пока спасать не надо. У меня все хорошо. Разве тогда я мог себе представить, что совсем скоро ситуация в мире изменится кардинальным образом, и служба спасения понадобится целым народам и государствам? Все без исключения страны будут повергнуты в пандемию коронавируса, и границы между ними будут закрыты. Ну а я зависну в Таиланде на неопределенный срок. Над кругосветкой нависнет угроза отмены. Всего этого я тогда не знал и гулял по Бангкоку в отличном расположении духа. На одной улице с моим хостелом, буквально в 20 метрах,
располагается небольшой буддийский храм. И именно такие храмы, наряду с большими комплексами, придают Таиланду его неповторимый колорит. Лично мне очень нравится посещать буддийские храмы. Как правило, в тех, которые не являются туристическими достопримечательностями, редко можно встретить много людей. И царит какая-то своя, неповторимая и свойственная только им одним атмосфера – спокойствие и умиротворение. Наряду с этим, внутреннее убранство храмов радует глаз своей праздничной помпезностью, правильно подобранным сочетанием цветов и красок, наличием красивого декора, национальных орнаментов, статуэток божеств, картин, гравюр, пергаментов и манускриптов. Стрелки часов перевалили далеко за полдень, и я укрылся от палящего тайского солнца под навесом уличной забегаловки, где совсем не разговаривают по-английски, зато питаются исключительно местные жители. А это говорит о том, что еда здесь не только безопасная, но еще и вкусная. Я заказал себе какой-то суп, к которому мне выдали стакан со льдом, в который можно добавить бесплатную водичку. И сейчас буду его дегустировать. Приятного мне аппетита! На Филиппинах я питался исключительно вот в таких вот заведениях. Это было всегда вкусно и всегда безопасно. И в Таиланде я буду придерживаться той же традиции. Просто нужно выбирать те места, где очень много местных жителей. Понаблюдать со стороны, и если заведение не пустует и пользуется популярностью, то можно смело заходить и заказывать здесь пропитание. Наряду с уличными кафе, где всегда можно дешево и вкусно покушать, а также приобрести еду на вынос, в Таиланде очень популярны уличные рынки. Они подразделяются по времени работы на дневные и ночные и примечательны огромным разнообразием национальной тайской еды. Здесь можно приобрести мясо, овощи, рыбу и фрукты на любой вкус, а также получить заряд хорошего настроения от общения с всегда приветливыми и улыбчивыми местными жителями. Сейчас раннее утро. Тем не менее, я уже давно на ногах. На сегодня у меня запланировано посещение топовых достопримечательностей Бангкока. И после утреннего кофе я отправляюсь в путь. В свои планы, касающиеся столицы Таиланда, я включил подъем на высочайший небоскреб Бангкока Маханакхон, речную прогулку на моторной лодке по реке Чухпрая и, конечно же, посещение самых значимых и красивых буддийских храмовых комплексов столицы Таиланда. Для этого я перебрался из отдаленного района Бангкока, где находится международный аэропорт Дон Муанг, в центр города, используя для этого два вида транспорта. Сперва городской автобус, а затем метро. Примечательно, что даже в некоторых вестибюлях метро располагаются фудкорты, вследствие чего остаться голодным при передвижении по Бангкоку практически невозможно.
Сейчас 6 часов утра, тем не менее, я уже в метро. Я встал с позаранку, чтобы как можно больше успеть посетить достопримечательности. Кстати, метро один в один, как в Гонконге. Ну, по крайней мере, сам вестибюль очень похож. Сейчас посмотрим, как устроены поезда. Полчаса на метро, и я добрался до своего второго хостела, который находится в центре города. Отсюда я уже буду исследовать все основные достопримечательности Бангкока. Вообще же хостел в Бангкоке радует своей чистотой и опрятностью. По крайней мере те, что имеют высокую оценку на Booking.com. Я бы даже сравнил их с эталонными для меня гостевыми домами в Южной Корее. Видно, что тайцы на самом деле заботятся о комфортном проживании своих иностранных гостей и создают для этого все необходимые условия. Отдельно стоит отметить щепетильное отношение к отделке и декору, общественных зон для отдыха и персональных спальных мест, оборудованных всем необходимым для комфортного сна. Ну и, пожалуй, самое главное, о чем стоит сказать, так это о неподдельной искренности и приветливости тайцев. Персонал хостелов всегда встречает тебя с улыбкой и с готовностью решает все возникшие у тебя проблемы. Это действительно очень приятно и заслуживает уважения. На пути к первой достопримечательности зашел в уличный ресторанчик, если его можно так назвать, и заказал уже традиционный для меня суп с вермишелью и свининой. Ну а подкрепившись, я отправлюсь, пожалуй, к самой эффектной достопримечательности, высочайшему зданию Бангкока, где на верхнем этаже располагается смотровая площадка. Добрался я до самого высокого небоскреба Бангкока, который называется King Tower. Мой прошлый приезд в столицу, его еще не было. Я поднимался на смотровую площадку другого небоскреба. Ну а сейчас он занимает почетное второе место по высоте. Небоскреб Маханакхон – это настоящая гордость Таиланда. Сие архитектурное строение из стекла и бетона устремляется к небу на 314 метров и является самым высоким зданием в Таиланде. Russia. По уровню крыши небоскреб превосходит башню Bayou Sky, на которой мне, кстати, удалось побывать в свой предыдущий приезд. И только шпиль последнего, находящийся на уровне 328 метров, дает ему право оспаривать первенство. Открытая смотровая площадка на крыше здания дает возможность в полной мере насладиться круговой панорамой Бангкока. На строительство небоскреба ушло, по разным данным, от 515 до 640 миллионов долларов. Маханакхон – это комплекс зданий, состоящий из высотной башни, насчитывающей 77 этажей, и 7-этажной пристройки в виде куба. Он объединяет в себе жилое здание на 209 квартир, торгово-развлекательный центр площадью 10 тысяч квадратных метров, ресторан, а также гостиницу The Edition Boutique Hotel.
Район, где построен небоскреб, является одним из самых дорогих в столице. А квартиры в комплексе стоят от 1 до 17 миллионов долларов. Я поднялся на 75-й этаж и нахожусь на вершине Бангкока, откуда открывается замечательный вид на весь город. Самый кайф, конечно, это выйти на стеклянную площадку. Ощущения, ну не то чтобы экстремальные, но прикольные. Но с фотоаппаратом туда выходить запрещают, поэтому приходится снимать из-за изображения, из-за заграждения. Но все равно прикольно. С крыши небоскреба, как я уже говорил ранее, открывается замечательный вид. Я развалился на солнышке на диванчике и жду заката, чтобы именно в правильном свете запечатлеть красоты Бангкока. Однако все омрачает конкретная проблема. Я простудился, мне надуло голову, и каждую минуту у меня защемляет нерв и лицо перекашивает в ужасной гримасе. Я ни о чем другом, кроме как о боли, думать не могу. А впереди предстоят тяжелые 2-часовые съемки. Это, конечно, полный трэш. Такое же со мной приключилось в Индии, в Варанаси. Тогда я страдал 5 дней, и ничего не помогало. И чувствую, придется и сейчас помучиться. Но ничего не поделаешь. Цель превыше всего. Надо терпеть.